Всем привет и добро пожаловать на канал Шаровара. В этом видео я расскажу про микроконтроллерную плату, которая называется Raspberry Pi Pico. И это действительно не микрокомпьютер, так как на плате установлен микроконтроллер RP2040 производства все той же Raspberry Pi Foundation. Микроконтроллер этот двухъядерный с частотой 125 МГц. На самом микроконтроллере нет памяти для хранения программ. Поэтому на плате выведен отдельный чип с флеш-памятью на 2 мегабайта. То есть максимальный размер программы, который может быть записан в эту плату, 2 мегабайта. Конечно же, этот микроконтроллер продается также отдельно. И можно сделать свою плату. При этом поддерживается до 16 мегабайт внешней флеш-памяти. Также на этой плате есть светодиод. Светодиод выведен на пин с номером 25. В этой таблице приведены сравнительные характеристики с похожими платами в том же ценовом сегменте. Например, недостаток платы – это отсутствие встроенного Wi-Fi. Но при этом есть и достоинство. Это энергопотребление всего лишь 18 мА. А вот такой плата имеет размер по сравнению с Raspberry Pi 4. Так же, как и микрокомпьютер Raspberry Pi 4, плата Raspberry Pi Pico оснащена разъемами ввода-вывода общего назначения, которые называются коротко GPIO. На Raspberry Pi 4 эти выводы расположены сбоку платы в два ряда и уже имеют штыри. А на плате Raspberry Pi Pico эти выводы сделаны по бокам. При этом есть как уже готовые платы с распаянными ногами, для того, чтобы удобно было установить макетную плату. Или как у меня, без этих ножек. Платы без ножек очень хорошо подойдут для готовых проектов, где важна компактность, где необходимо распаять только конкретные выводы. Я же буду использовать Raspberry Pi Pico с макетной платой, поэтому хочу припаять ножки, как только их куплю, и покажу этот процесс в одном из своих следующих видео. Чтобы начать работу с платой, необходимо подключить ее к компьютеру шнурком USB micro. При этом на плате есть такая кнопка, называется Boot Cell. Ее необходимо зажать и подключить кабель. В этом случае плата загрузится в режиме прошивки. После включения мы на плате не увидим никакой индикации. О том, что плата работает, нам говорит появившийся съемный диск, который у меня идет под буквой D. Называется он RPI RP2. Размер здесь показывается 127 мегабайт, хотя по факту там всего лишь 2 мегабайта. Открываем этот диск, и здесь мы видим два файла. Файл info uf2.txt содержит информацию о бутлодере, модели и айдишнике платы. Открываем файл index.htm через любой браузер. Нас перекидывает на сайт raspberrypi.com в раздел микроконтроллеры. Здесь есть описание микроконтроллера RP2040, который установлен на нашей плате. Описание платы Raspberry Pi Pico. Также есть описание двух языков программирования, на котором можно писать программы для этого микроконтроллера. Это MicroPython и C++. В этом видео я покажу, как начать работу с MicroPython для микроконтроллера RP2040 на основе двух IDE. Переходим на страничку MicroPython. И здесь в документации у нас есть описание SDK Raspberry Pi Pico. SDK нам понадобится, открою его в отдельной вкладке. Для начала работы с платы необходимо скачать файл MicroPython UF2, что является прошивкой. После этого зажать кнопку Boot Cell и подключить USB-порт Raspberry Pi Pico к компьютеру. В общем-то, мы это уже и сделали. После того, как увидим съемный диск, достаточно просто закинуть этот UF2 файл на этот съемный диск. После этого плата автоматически перезагрузится и будет готова к запуску MicroPython. Итак, скачиваем файл и закидываем на съемный диск.
Плата автоматически перезапускается. И больше диска мы не видим. Для того, чтобы загрузиться снова в режим прошивки, достаточно повторить операцию с зажатой кнопкой Boot Cell, если это будет необходимо. Итак, сначала я покажу, как начать работать с MicroPython на основе профессиональной IDE от компании JetBrains, которая называется PyCharm. Эта IDE имеет как коммерческую версию, так и комьюнити. Совершенно бесплатную. Устанавливается она на Windows, а также, в общем-то, работает и на Linux системах. Переходим в Developer Tools, находим PyCharm, нажимаем кнопку Download и выбираем комьюнити версию. При этом от нас не требуется никакая регистрация. В современном мире с огромным количеством спама это очень ценится. Установка очень простая, достаточно прощелкать далее. После первого запуска программы появляется окно приветствия. Здесь можно создать новый проект, но для начала мы перейдем в раздел Plugins. Здесь в строке поиска ищем плагин, который называется MicroPython. И нажимаем кнопку Install. После установки PyCharm попросит перезапуститься. После перезапуска можем нажать New Project. Задаем название, которое нравится. Все остальное оставляем по умолчанию. Затем сверху в меню нажимаем кнопку «Файл» и «Settings». В открывшемся меню Settings нас интересует раздел Languages and Frameworks. Далее выбираем MicroPython, ставим галочку в Enable MicroPython Support, выбираем в Device Type либо Raspberry Pi Pico, в последней версии она есть, либо, если Raspberry Pi Pico нет, можно выбрать вполне PyBoard. Далее в диспетчере устройств можно посмотреть, какой номер COM-порта назначен на наш USB Serial Device. И далее задать его вручную в поле Device Pass. Либо поставить галочку в поле Auto-Detect Device Pass. Нажимаем Apply и OK. Далее сверху появляется окно предупреждения, что нам необходимо установить дополнительные пакеты. Нажимаем «Исправить». Но здесь у меня вылезла ошибка, видимо, из-за того, что я 2 раза это нажал.
Ну, теперь в углу показывает, что все хорошо, проблем нет. Так, теперь очищаем содержимое файла main.py. Сам файл с таким названием нам еще понадобится. Как я уже говорил, 25-й пин микроконтроллера выведен на плату на встроенный светодиод. И сейчас я возьму несколько примеров из Raspberry Pi Pico Python SDK для того, чтобы продемонстрировать работу этого светодиода. Первый пример — это периодически мигающий светодиод. Весь код хранится еще и на GitHub, и оттуда очень удобно его копировать. Просто копируем код из GitHub и вставляем в наш PyCharm. Если в верхнем меню мы нажмем кнопку Run, здесь у нас есть только Run Main. Должно присутствовать еще слово Run Flash. Нажимаем правой кнопкой на папку проекта. Ой, здесь у нас как раз уже Run Flash есть. Если вдруг он у вас не появится, можно это исправить в разделе Modify Run Configuration. Конечно, PyCharm нам показывает несколько предупреждений, но все же попробуем запустить этот код. PyCharm подключается через COM4 порт к Raspberry Pi Pico и заливает файл main.py во флеш-память Raspberry Pi Pico. В этом примере светодиод начинает мигать с постоянной частотой. Среда разработки PyCharm полезна тем, что еще может показать, что входит в модуль таймер. Попробуем установить OneShot. И перезапустим код. OneShot делает так, что светодиод просто горит постоянно. Во втором примере работы со светодиодом используется широтная импульсная модуляция. Позволит сделать затухание светодиода. Также копируем код примера с GitHub. И заливаем код на плату. В итоге мы видим, что светодиод моргнул несколько раз и погас. Попробуем сделать процесс непрерывным. Меняем цикл for на цикл while в скобочках 1. Фактически это означает, что цикл никогда не завершится. Перезапускаем программу. Так, теперь попробуем поменять значение TimeSleep на более большое. Перезапускаем программу. Ну вот теперь светодиод начал мигать более плавно. Так же, как и в обычном питоне, в микропитоне присутствует интерактивный режим. Для этого наверху в меню нужно нажать кнопку Tools, выбрать раздел MicroPython, и здесь у нас есть еще два подраздела. Remove all files from MicroPython device удалит все содержимое с нашей платы, но сейчас это нам не нужно.
Либо MicroPython REPL. Это как раз режим интерактивной консоли. В левом нижнем углу появляется консоль. И здесь указаны комбинации клавиш для работы с этой консолью. Ctrl-скобка завершит интерактивный режим консоли. Ctrl-C останавливает программу. Ctrl-D перезапускает плату. Для начала выполним простую команду вывода на экран. Теперь, если нажать комбинацию клавиш Ctrl-D, плата перезапустится. При этом загрузится тот код, который ранее был на плате. Теперь попробуем что-нибудь добавить в нашу программу. Например, мы можем добавить какой-нибудь вывод на экран, какой-нибудь отладочной информации. Теперь запускаем запись на плату и видим ошибку, что невозможно получить доступ к COM4. Это все потому, что сейчас плата находится в режиме интерактивной консоли. Для того, чтобы это устранить, переходим обратно в терминал и нажимаем кнопку Ctrl-скобка. Ctrl-скобка завершит интерактивный режим консоли. Снова пробуем записать код на плату. И в этот раз все хорошо. Снова перейдем в интерактивный режим. Опять напишем вывод на экран Hello World. И снова с помощью Ctrl-D перезапустим плату. Теперь мы видим в терминале непрерывный вывод сообщения Hello Pico, который мы задавали в нашей программе. Это удобно использовать, например, для отладки. Для того, чтобы теперь остановить этот бесконечный цикл, необходимо нажать Ctrl-C. При этом мы возвращаемся в интерактивный режим. Снова с помощью Ctrl-D можно перезапустить нашу программу. Ну и финально выйти с помощью Ctrl-скобочка. Далее меняем код. Заливаем на плату. Переходим в интерактивный режим. Нажимаем Ctrl-D и видим новый результат. Конечно, такое количество манипуляций не очень удобно для отладки. Рассмотрим еще одну более простую среду разработки. Для демонстрации работы среды разработки Tony я буду использовать Raspberry Pi 4, так как эта среда интегрирована в операционную систему Raspbian, но она может быть установлена также на Windows и Linux машины. Подключаем также Raspberry Pi Pico через micro-USB, зажатой кнопкой Boot Cell. Также у нас появляется на рабочем столе съемный диск RPI RP2. Открываем его в файловом менеджере и видим знакомые нам файлы. Я открою сайт с документацией, так как он нам еще пригодится. Теперь в разделе программирования открываем Tony Python IDE. Среда разработки Tony из коробки поддерживает MicroPython. В правом нижнем углу нажимаем на слово Python и выбираем интерпретатор MicroPython. В отличие от работы через PyCharm, нам не придется идти и скачивать руками файл с прошивкой. Сама среда разработки предлагает скачать и установить его автоматически. Нам достаточно нажать кнопку Install. При этом плата автоматически перезагружается, и мы можем начать сразу же работать. Для начала просто напишем вывод на экран Hello Pico. После этого нажимаем Run. При этом среда разработки предлагает сохранить нам либо на этом компьютере файл, либо во флеш-памяти в Raspberry Pi Pico. Сохраняем программу во флеш-памяти Raspberry Pi Pico. При этом мы видим, что у нас уже существует старый файл main.py. Спокойно его заменяем.
Среда разработки Тони удобна тем, что интерактивный режим и скриптовый режим объединены в один, и можно сразу же видеть дебаг информацию в нижнем окошке. Ну что ж, попробуем запустить те же самые примеры в Тони IDE. В заключение хочу сказать, что плата Raspberry Pi Pico подойдет для задач автоматизации широкого круга, в том числе для создания роботов. При этом плата имеет низкое энергопотребление. Входное напряжение может варьироваться от 1,8 вольта до 5 вольт, так как на плате присутствует встроенное преобразователь напряжения. Интерфейсы платы могут быть легко расширены за счет дополнительных модулей. Тот же самый Wi-Fi можно добавить с помощью карточек Viznet, например. Плата очень хорошо подойдет для изучения программирования микроконтроллеров ARM на разных языках, для создания каких-то прототипов. Но, к сожалению, за счет высокой стоимости микроконтроллера, да и самой платы в целом, для серийного производства такой компонент будет дорог. В отличие от микрокомпьютера Raspberry Pi, плата Raspberry Pi Pico есть в наличии во многих магазинах, ее цена не превышает 1000 рублей. На сайте Raspberry представлена хорошая документация. В своих видео я попробую запускать проекты как и на Raspberry Pi Pico, так и на Raspberry Pi 4, для того, чтобы сравнить возможности. На этом у меня все. Поддержите канал, подписавшись на него, и не забывайте поставить лайк, если это видео вам понравилось. Спасибо за просмотр. До новых встреч!